Фермер был крайне изумлен, когда наткнулся на своей земле на нескольких беззащитных, покинутых котят. Мужчина сжалился над несчастными и унес их в дом, однако он был поражен, когда животные подросли и оказались вовсе не безобидными кошками. Патрик занимался сельским хозяйством, точно так же, как и его отец. С утра до вечера он трудился на поле, и этот труд доставлял ему наслаждение. Еще у Патрика было немного коров и коз, которые днем щипали траву на пастбище, а с наступлением вечера хозяин заводил их в просторный сарай. Как-то утром фермер зашел в сарай, чтобы вывести на луг буренок и коз, а еще чтобы взять из отдаленного угла для работы инвентарь. Протянув руку за инструментами, мужчина чуть не вскрикнул от изумления и застыл на месте, поскольку прямо возле него на соломе разлеглись несколько мохнатых, беспризорных котят. Они оказались довольно большими, и Патрик подумал, что прежде никогда не сталкивался с особями данной породы. Мужчина дотронулся до малышей, намереваясь поднять их, чтобы как следует разглядеть, однако котята внезапно зашипели, не желая подпускать к себе чужака. Патрик обвел взглядом помещение, но кошки нигде не было, а значит, вряд ли она привела сюда потомство. Также сомнительно, что их подкинул кто-то из соседей, ведь дом Патрика располагалось на внушительном расстоянии от прочих домов. Короче говоря, возникновение пушистых комочков в сарае пока являлось настоящей загадкой. Но разгадку этого вопроса можно было отыскать позже, куда важнее было определить, как теперь поступить с оставленными животными. Поначалу Патрик принес в сарай несколько небольших кусочков мяса и кинул их котятам. Однако животные лишь с любопытством обнюхали предложенное лакомство, но не притронулись к нему. Видимо, малыши все еще не могли пережевывать жесткую еду, несмотря на их размер. Патрик осознал, без его поддержки животные погибнут, поэтому требовалось незамедлительно что-то предпринять. Фермер натянул плотные рукавицы и бережно поместил недовольных котят в объемную корзину, после чего накрыл ее крышкой. Затем перенес животных в дом и выделил для них небольшую комнату, в углу которой постелил несколько одеял, чтобы они комфортно разместились. Патрик старался не беспокоить котят, так как присутствие человека явно действовало им на нервы. Нерешенным оставался лишь вопрос питания. Тогда Патрик подогрел немного молока, наполнил им плошку и поставил перед малышами. Котята осторожно обнюхали посуду, а затем с жадностью накинулись на угощение. Фермер выдохнул с облегчением, понимая, что необычные котята теперь точно не умрут с голоду. Так миновало несколько суток, малыши быстро освоились в новом убежище и принялись там резвиться, демонстрируя свой бойкий и шаловливый нрав. Патрик по нескольку раз на дню навещал малышей, чтобы принести им свежую порцию молока и убрать за ними беспорядок. Через пару недель котята перестали остерегаться хозяина и начали подпускать его значительно ближе. Однако Патрик отчетливо понимал, это не обычные домашние любимцы, а, похоже, какая-то редкая порода либо помесь зверей. Вскоре котята начали кушать мясо, поэтому фермер все чаще добавлял его в рацион. Патрик даже держал дверь в дом приоткрытой, разрешая котятам выбегать на улицу. Малыши весело носились во дворе, но через несколько часов неизменно возвращались назад, по-видимому, привыкнув к новому жилищу и добросердечному человеку, который их выходил. Патрик приметил, что котята уже не раз ловили и ели мышей, а значит, у подрастающих любимцев пробуждались охотничьи инстинкты. Кроме того, котята не особенно ластились и не терлись об него так, как это делали обычные домашние питомцы. Безусловно, звери были благодарны человеку за его помощь, однако держались весьма самостоятельно и даже гордо, словно истинные хищники. При этом все котята отличались невероятным обаянием, поэтому Патрик подолгу с наслаждением следил за их играми на улице либо охотой на грызунов. Со временем шерстка у котят стала очень густой и плотной. Несмотря на довольно нестандартное для обычных кошек поведение, Патрик привык к своим новым удивительным воспитанникам и назвал их простыми именами, на которые они со временем начали отзываться. Так пролетело несколько месяцев,
Обнаруженные в сарае звери за этот промежуток заметно выросли и превратились в независимых кошек. Патрик очень радовался такому соседству, ведь прекрасные кошки не только умиляли его взор своими забавами, но и помогали фермеру в борьбе с периодически появляющимися на территории грызунами. Иногда кошки даже позволяли доброму мужчине погладить их по спинке, и фермер поражался тому, каким мягким и густым мехом обладали его необычные любимцы. Как-то раз, когда у Патрика захворала одна из коров, ему довелось пригласить ветеринара. Осмотрев заболевшую буренку и прописав ей требуемые процедуры и препараты, ветеринар обратил внимание на необычных котов, игравших друг с другом возле дома фермера. Ветеринар приблизился, чтобы разглядеть питомцев, но это не пришлось по душе зверям. Испугавшись чужака, они, как обычно, укрылись между камнями. Тем не менее, мужчина успел заметить котов и с удивлением спросил у Патрика, откуда у него взялись эти создания. Фермер поведал, что несколько месяцев назад он отыскал их в сарае и выходил. Ветеринар улыбнулся и поразил Патрика неожиданной вестью. Оказывается, все это время он опекал не домашних кошек, а диких охотников из кошачьего семейства. Это были манулы, внешне схожие с обычными котами. Они крайне редко показываются людям в естественной среде, и потому далеко не каждый знает, как они выглядят. Эти хищные кошки превосходно маскируются, поэтому, даже если случайно повстречать их в дикой природе, человек, скорее всего, пройдет мимо, не углядев притаившегося манула. Кроме того, во всем мире сохранилось совсем немного этих изумительных зверей, и они даже пребывают под риском исчезновения. Найденные в сарае малыши, по-видимому, по какой-то причине остались без матери и решили укрыться в постройке. Возможно, маму манула убили браконьеры, промышляющие ее ценным мехом. Детенышам посчастливилось, что Патрик пожалел и приютил их. В противном случае их непременно ожидала бы печальная участь. Узнав поразительную правду, фермер, с одной стороны, был сильно поражен, а с другой, невероятно обрадовался тому, что сумел помочь. Патрик и ветеринар немедленно связались с сотрудниками природоохранной организации и известили о своей необычной находке. Для экологов это стал уникальный шанс помочь подросшим манулам, предоставив им надлежащий уход и внимание. После того, как эксперты удостоверились, что все манулы здоровы и их существованию ничто не угрожает, их отпустили обратно в естественную среду, чтобы они продолжили восстановление популяции этого уникального вида животных. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!